О, завтрак у меня сегодня будет. Я такого никогда не видел, такого разнообразия. О, ну, то есть видел, но точно не во время этого. Как вы уже поняли, я сдержал свое обещание и доспал до завтрака. И вообще ни разу не пожалел. Первый раз за 9 дней в пути выезжаю с утра не затемно. Уже вовсю сияет солнце, 7:30 утра. Прибрежный курортный городок просыпается, народ вальяжно тащит свои подгорелые тушки к пляжу, но у меня, к сожалению или к счастью, совсем другие планы. Поначалу еду вдоль берега моря по запруженной, несмотря на ранний час, дороге. Средиземное море спокойное, темно-синее, настраивающее на добрый лад. Параллельно дороге идет железнодорожное полотно, показывают красивую архитектуру и всяческие зеленые насаждения. Хорошо. Однако совсем скоро плоское побережье заканчивается и приходится снова начинать карабкаться вверх, на преграждающие путь холмы и горы. Где-то тут я уже бывал год назад, во время 1001 мили Италии, и воспоминания остались, честно говоря, не самые приятные. Заспанный после бессонной ночи в пути, я натужно и чертыхаясь штурмовал эти горки, причитая и желая уже поскорее доехать до очередного КП, чтобы хоть немного полежать на матах. Сейчас же я, несмотря на 9-й день в пути, чувствовал себя посвежее, хотя все равно, конечно, накопленная усталость уже давала о себе знать. Тем не менее, организм продолжал, ничтоже сумняшися, крутить педали, будто биоробот. Горки через пару часов кончились, и я снова съехал вниз к побережью, к огромной по ощущениям курортной зоне, и долго-долго ехал по прямому, как стрела, проспекту, иногда перебираясь на велодорожку. С правой стороны иногда появлялась бирюзовая гладь воды с белоснежными катерами и яхтами. С левой маячили довольно высокие горы, в которые, по счастью, мне ехать было не нужно. И от осознания этого факта мне было радостно в душе. Хотя, как обычно, хорошего надо тоже в меру. К ровному и скучному курортному проспекту я очень быстро привык, и его однообразность стала насаждать. Пинии, киоски, люди, фонтаны, выезжающие прямо на меня запаркованные вдоль тротуара автомобили, оголтелые дети, бегающие по велодорожке. Такое себе. Сейчас, по прошествии времени, пересматривая эти кадры, я понимаю, что все же очень красиво там в Пугбуре. Но в моменте, придавленный солнцем и необходимостью все время вращать педали, я не так отчетливо осознавал всю утонченную красоту проплывающих мимо рукотворных и растительных форм. Когда курортная зона закончилась, трек вывел меня на крайне неприятный участок дороги СС-1 в сторону Пизы. Довольно узкое шоссе с полным отсутствием обочины и очень интенсивным трафиком. Много фур, водители которых даже и не думали притормаживать при приближении ко мне. Вместо этого они истошно сигналили, наивно предполагая, видимо, что я обязан съехать с асфальта на полосу острого щебня шириной около 40 сантиметров. Удивительно, почему эту дорогу орги не внесли в красный список. Выдохнув и перекрестившись, спасибо, что живой, я въехал в город-герой Пизу. Конечно, я не мог проехать мимо главной достопримечательности и пришел к соглашению с самим собой, что я таки потрачу 15 минут на фотосессию у башни. Однозначно, решение о проезде через центр Пизы я заношу себе в актив. Уж больно красиво там оказалось, с этими истинно итальянскими улочками, потрясающе живописно обшарпанной штукатуркой на фасадах, впечатляющей набережной местной реки, мостами и многочисленными палаццо. На объездной дороге наверняка было бы не так интересно. Да, солнце жарило уже совсем безудержно и отвесно. Был самый разгар обеденного времени, и, проехав почти до конца сию прекрасную набережную, я углубился в современные кварталы города, где на моей карте был отмечен то ли Lidl, то ли Carrefour. Но главное, внутри было прохладно и много еды. Пит-стоп с мороженым пришелся очень кстати. И помимо прочего была найдена бутылка колы с моим именем, практически. Восстановив силы и остудившись, я продолжил путь в сторону великолепной Сиены, города, откуда начинался обязательный паркур, процентов на 80 проложенный по грунтовкам известной Страда Бьянки или Белой дороги. Я ехал по прекрасной Тоскане, и чем ближе к Сиене, тем холмистее становилось, и тем чаще попадались средневековые городки, или скорее городки эпохи Возрождения.
с их атмосферными улочками, кирпичными крепостными стенами и прочей аутентичной атрибутикой. Я был бы не я, если бы по пути в Сиену у меня опять не приключились неожиданности на маршруте. Сначала со мной внезапно случился мост через речушку со знаком «Движение на велосипеде запрещено». Пришлось прогуляться пешком через лесополосу и еще немножко проехать по деревенскому грунту. Еще километров через 30 со мной случился мост через железную дорогу, который просто тупо отсутствовал. Вспомнил, как мое приложение для прокладки трека сопротивлялось и не пускало меня через этот мост. И как я нарисовал здесь трек в ручном режиме. На Google панорамах мост-то был, да видимо сплыл. Пришлось карабкаться вверх через холм и давать крюк в 5 километров. Зато по пути я проехал мимо дивной крепости, подсвеченной уже сильно вечерним солнцем. До Сиены оставалось всего ничего, около 20 километров, и я притормозил посмотреть варианты ночлега. Решил не останавливаться в самом городе, слишком ранний финиш получается. Можно было бы проехать еще немного сегодня, время есть. И довольно удачно, ровно на моем треке, на паркуре, в городке в 25 километрах за Сиеной нашелся отличный недорогой апартамент. Моя второстепенная тропинка вывела меня в результате на основную дорогу в сторону Сиены. Мне повезло оказаться в нужное время, в нужный момент, на закате, на холмах Тосканы. Солнце сбоку подсвечивало поля, виноградники и кипарисы. Жара, наконец, полностью сдалась, уступив место вечернему нежному теплу, обволакивающему тебя вместе с ароматами скошенной травы и палой хвои. Впрочем, совсем скоро снова стало как будто теплее, еще теплее, а запахи сменились с природных на городские. Я въезжал в Сиену. Кирпичные стены, мраморные ступени и мощенные камнем мостовые отдавали накопленный за день жар, не давая воздуху остыть. Проехав мимо ворот Антипорто Камолли 1270 года постройки и углубившись в мощенные огромными гранитными плитами пешеходные улочки исторического центра, полюбовавшись величественным видом кафедрального собора с висящей над ним луной, я наконец добрался до Пласа дель Кампо, сердца старого города и нулевого километра паркура номер 4. Отсюда начинается первая часть 4-го паркура. И я проеду сегодня 25 километров до гостинички, которую я нашел в деревушке, которая вот прямо на этом паркуре расположена. Вот. Тут атмосферно, конечно. Вот. Город, конечно, просто потрясающий. Сюда надо приехать не на 10 минут, чтобы проехать по центральной улице, по лабиринтам центральных улиц, вернее. О, сюда надо на тык приехать, наверное. Очень красиво. Торжественно обещаю себе сюда вернуться без велосипеда. Но сейчас мне деваться некуда и надо ехать дальше. Почти что 250 километров пройдено, и на сегодня осталось уже совсем немного. Загрузив трек паркура на Гармине, я отправился в сгущающиеся сумерки прочь из города, через очередные крепостные ворота, распугивая праздных прохожих своей яркой фарой. Трек почти сразу вывел на какую-то грунтовую тропу в парке с кипарисами на склоне, и дальше хитрым образом опять по грунтовке повел по холмам через какие-то виллы и прочие объекты агротуризма. Скоро я вновь выехал на асфальтовую дорогу, проложенную по холмам с градиентом до 15%. В темноте было не очень понятно, но по ощущениям как-то так. Ближе к 11 часам вечера я доехал до городка Кастельнуово-Берарденго, где меня ждал ночлег. Далее последует видеообзор моего лакшери VIP-апарта. Я сегодня снял в деревне целую хату. Короче, это вот как бы вход с улицы прямо. Холодильничек. Мне тут кто-то оставил колбасу и масло, и какой-то джем, и водичку. И тут еще хлеб лежит. Вот этот вот. Это не мой. Вот, это типа гостиная. Вот. Далее коридорчик. Туалет с бедой. Душевая. Полотенце. Балки. И то, о чем так долго мечтали большевики. Здесь второй итальянский день я заканчиваю, а завтра основная часть паркура и все дальше и дальше в сторону следующего КП.